фото Путина на лошади без рубашки. А еще было что-то, что рифмуется с именем Вероника. Вареники. Почему люди вокруг в бешенстве? Я думаю, я никогда не осознавал на самом деле, как огромна страна Россия. Они с нами много говорили, а мы их не всегда понимали. Привет, меня зовут Джет, я из Нью-Йорка. Я Себастьян из Франции. Матиас из Парагвая. Висенте, Мексика. Питер, Филадельфия. Ребята, что вы делаете в России? Мы приехали группой, чтобы подняться на Эльбрус, а после этого мы на несколько дней решили отправиться в Москву. Расскажите про Эльбрус. Сложно ли было на него взойти? Понравилось ли вам? Да, это было очень непросто. Почему? Ну, потому что было очень высоко и очень холодно, и многие из нас страдали горной болезнью. Но, кроме того, было очень красиво и круто, потому что все из нас добрались до вершины, а это самая высокая точка в Европе. А еще была невероятно вкусная еда. Еда? А что именно? Борщ. Суп был каждый день. Каша... Каждый день борщ? В горах? Ну нет, суп. супы в основном. Разные, со свеклой, говядиной. Всегда были очень классные салаты. Очень вкусно? Ну отлично, сможете выжить в России. Мы были в лагере очень высоко в горах. И никак не ожидали, что еда будет сколько-нибудь вкусной, но оказалось все наоборот. Какие русские блюда вам понравились больше всего? Борщ. Очень вкусно. Будете готовить в Штатах? Да, если дашь рецепт. Перед поездкой я думал, что в русской кухне много картошки и рыбы, но она оказалась намного разнообразней. А как называлось то блюдо? Пельмени. Вам понравились пельмени? А еще было что-то, что рифмуется с именем Вероника. Вареники. А почему вы вообще решили пойти на Эльбрус? Я думаю, у каждого была своя личная причина. Для кого-то это была еще одна возможность получше узнать людей из нашей школы. Плюс ко всему, это отличный способ провести время на природе. И это была идеальная комбинация сделать сразу эти две вещи в одно время. Ну а еще Эльбрус самая высокая гора в Европе, и она оказалась в России. Это отличная причина приехать. А как-то это путешествие вас изменило? Вы можете это почувствовать сейчас? Я думаю, я никогда не осознавал на самом деле, как огромна страна Россия. И как много здесь разнообразных народов и людей живут. Как раз там, где мы были, на Эльбрусе, там проживают балкарский народ, верно? Балкары... Да. Балкарцы. Да, они разговаривают на разных языках, у них тюркское происхождение, и я даже не подозревал, какое существует многообразие в этой стране. Поэтому теперь у меня совсем другое понимание и уважение. Я уже бывал в Восточной Европе, в Польше, в Чехии, но в Россию никогда не ездил. Поэтому для меня это была возможность открыть другую культуру и увидеть страну. Я четко заметил разницу между столицей и сельской местностью. Мы были в области под названием Чигет, чтобы подняться на Эльбрус. И там своя экосистема, которая развивается за счет туризма. Каждый регион России развивается за счет своих ресурсов. В Москве это историческое наследие в большинстве своем. В моем случае, я думаю, это путешествие было способом выйти за свои границы, чего я никогда не делал. Невероятно интересно осознать, на что способен твой организм, если ты подготовился ко всем испытаниям морально. Это было очень здорово. Для меня было необычно то, что мы посетили Кавказ. Я должен признать, что знал об этом месте только то, что слышал по новостям. А это в основном какие-то конфликты или сложные моменты. А побывав на Кавказе, я понял, что это абсолютное наслаждение красотой гор, лесов и ледников. А еще люди, которых ты встречаешь в каком-нибудь кафе. Все это кардинально изменило мое представление об этом регионе, и это было невероятное приключение. Лично я люблю проводить время на природе, но еще я думаю по поводу следующего года. Хочу с отцом отправиться по Транссибу. И после этих 2 недель, за которые мы с ребятами посетили Санкт-Петербург, Эльбрус и Москву,
Я точно уговорю отца совершить путешествие по России. А много ли вы общались с местными? Они с нами много говорили, а мы их не всегда понимали. Потому что они говорили с вами по-русски? Да, я нахожу это очень забавным. Многие люди в России захотят с тобой поговорить. Попытаются понять, что тебе нужно, но говорить будут длинными предложениями на русском, которые ты просто не в силах понять. А если ты спросишь их о чем-то на английском, тебя в большинстве случаев поймут, но отвечать все равно будут на русском. Ну, все правильно. А что вы думаете о русских? Потому что в мире есть расхожий стереотип, что русские не очень дружелюбные. Что вы об этом думаете? Я думаю, это исключение, потому что ты очень дружелюбная. Но я здесь примерно 24 часа, и мы куда-то пошли, и я отправил сообщение Матиасу с таким содержанием. Слушай, почему люди вокруг в бешенстве? Люди в аэропорту, в такси, на кассах, они все невероятно серьезные и выражают очень сильную неприветливость. Но я осознал, что это не значит, что они все недружелюбные. Это выражает особенности характера. На самом деле меня это немного шокировало, потому что, например, в Латинской Америке все очень дружелюбные и улыбчивые. Я бы не сказал, что боюсь русских, но они могут быть весьма неприветливыми. Ну да, с точки зрения латиноамериканца, люди могут показаться немного грубоватыми. Но как только ты понимаешь, что это своеобразная норма, ты перестаешь об этом беспокоиться. У меня был случай, где я испытала сразу две стороны русского характера. Я стоял в очереди в аэропорту, это очень простая процедура, и, видимо, я недостаточно быстро двигался вперед, и парень сзади меня разозлился. Ну, я так понял. И он меня толкнул и встал впереди меня. Я не стал ничего говорить, потому что не знаю русский. И тогда другой парень, тоже позади меня, спросил: «Этот мужчина встал вперед тебя?» Я говорю: «Да». И тогда он пришел мне на помощь и сказал тому парню: «Нет, так делать нельзя». А я оказался посередине всего этого разбирательства. И так я увидел сразу два разных характера. Невежливый парень и дружелюбный человек, который неожиданно мне помог. Мой первый опыт общения с русскими случился на паспортном контроле при пересечении границы. И человек, который там работал, был очень приветлив и говорил на хорошем английском. Я думаю, что когда ты приезжаешь в чужую страну, надо открывать новому не только свой разум, но и сердце, и смотреть открытым взглядом на все. Люди, которых я встречал, они все очень открытые, используют современные социальные сети и говорят по-английски. Какие у вас стереотипы о России в ваших странах? Все светлые и блондины. Светлые блондины? Пьют много водки. Девушки считаются красивыми, а парни большие, мускулистые и грубоватые. Русские отлично играют в шахматы. Да, это правда. Очень умные люди. И не боитесь холода. Русские мужчины большие, сильные, много пьют. Почти викинги. Да, викинги. А еще, мне кажется, есть стереотип о том, что русские беспощадные. Высокий интеллект, и если что-то задумал, то сделает это, чего бы это ни стоило. Я вот думаю, что эти стереотипы пришли потому, что русский язык звучит очень жестко и грубо. И даже если ты говоришь своему другу, что ты его любишь, кажется, что вы ругаетесь друг с другом. И речь слышится, как будто все кричат в недовольстве. И мне кажется, что звучание языка объясняет и многие стереотипы, что люди жесткие и грубые. А вы бы могли описать, какой имидж России существует в вашей стране? Давай, Джет. Ох, я могу говорить об этом часами. Если говорить с перспективы США, то Россия выглядит как страна, которая пытается снова утвердить себя на мировой арене, как сильное государство после примерно 20-летнего отсутствия. Россия вступает в зарубежные военные конфликты, например, в Сирию. Страна активно участвует во встречах Большой Семерки. Они немного бьют себя в грудь, чтобы продемонстрировать, что мы все еще здесь, и мы до сих пор супердержавы, и у них есть что сказать. И я думаю, в США люди обеспокоены тем, что русские вмешались в выборы.
Многие изучают, что это было за вмешательство, и было ли оно в принципе. Я думаю, что между американцами и русскими есть недостаток доверия. Но я не уверен, что все американцы думают так. Или только люди, которые увлекаются политикой. Я в этом не уверен. Россия старается развивать себя после застоя. Люди путешествуют, участвуют в программах обмена, занимаются наукой. Я считаю, что нужно просто быть дружелюбными везде. А имиджи стран всегда преувеличены. Парагвай очень далекая отсюда страна, поэтому мы не особо в курсе, что в реальности происходит в России. Я думаю, это не то же самое, что в Штатах, где есть активная негативная пропаганда. У нас нет пропаганды. У нас всегда были хорошие отношения с Россией. Мы экспортируем много мяса. Мне кажется, что для обычного парагвайца Россия неизведанная страна. Нам кажется, что здесь все очень старое. Это представление осталось еще с Советского Союза. И тут очень холодно. Но во время чемпионата мира по футболу многие мои друзья ездили в Россию. И они были поражены тем, как здесь все развито, красиво и здорово. Ну, а в Мексике на нас очень сильное воздействие оказывают США. И очень сложно сконцентрироваться на другой супердержаве. Из-за этого мы в основном задумываемся, что происходит в Штатах. Я думаю, мы очень мало знаем о России, поэтому я не смогу сказать общее для всех мексиканцев мнение. Мы практически ничего не знаем. Ни истории, ни географии, так как мы всегда были слишком заняты взаимоотношениями со Штатами. И все, что происходит в Европе или Азии, что может каким-то образом на нас повлиять, мы на самом деле об этом не задумываемся, потому что это очень далеко. А это, наверное, ошибочно. Питер, есть что добавить? Да, во-первых, я согласен со всем, что сказал Джет, потому что мы оба из США. Но еще, когда среднестатистический американец думает о России, он или она сразу думают о Путине. Это как единое целое. То есть это может быть как фотография Путина с голым торсом, который едет на лошади, так и выступление Путина где-то в новостях. То есть этот человек и страна очень тесно для нас связаны. Что вы будете рассказывать своей семье и друзьям о России после этой поездки? Для меня это будет русский дух. На второй день мы пошли на Эльбрус. Мы выехали из отеля и отправились на базу. Мы немного прошлись пешком днем и вечером вернулись в лагерь. Половина команды очень плохо себя чувствовала, и это продолжалось потом целый день. Во время ужина я спросил у гида, что он думает по поводу того, что команда плохо себя чувствует. Он сказал, нет ничего страшного, все наладится. И он не сдался, смог создать из нас настоящую команду. Я бы сказал, что у русских есть способность воодушевлять, поддерживать и помогать людям во время их путешествия или приключения. В моем случае это было два впечатления. Во-первых, я очень люблю природу и ценю, когда могу побыть на свежем воздухе. И вторая вещь, я чувствую, что она очень важна. Это то, что, например, про Мексику можно много чего узнать. И для этого нужно много времени. У нас очень древняя, богатая история и культура. Наследие, уходящее корнями в века. Я всегда относился к этому с большим трепетом. То же самое и с Россией. Понятно, что невозможно узнать Москву всего за 2 дня, и вы должны быть горды таким богатым культурным наследием. Я думаю, своим друзьям из Парагвая, которые любят ездить в отпуск в Европу, но почему-то не пытаются забраться подальше на восток, я расскажу, что посещение Москвы или Санкт-Петербурга совершенно точно оправдано. Тем более нам не нужна виза, чтобы приехать сюда. И это отличная возможность открыть для себя новые, красивые и уютные места. Джет, а ты что скажешь? Меня больше всего поразило огромное и бесконечное пространство этой страны. Именно это оставило у меня неизгладимое впечатление. Какие истории о Москве за время экскурсии вас удивили больше всего? Я с интересом послушал истории о памятниках, которые были уничтожены после революции, а за последние годы восстановлены в первозданном виде. Это удивительно, потому что в Парагвае, откуда я родом,
Многие исторические здания тоже были уничтожены, но их никто не восстанавливает. А оказывается, это можно сделать, и город выглядит с ними намного интереснее с культурной точки зрения. Мне понравилась история про аптекаря и медведя. Я знала, что вам понравится этот факт. Я в общем люблю медведей, и истории про них меня постоянно преследуют. Надо ехать на Камчатку. Там медведи? Да, я буду там. Мне понравилась история о том, как Гитлер заказал красный камень из Скандинавии, чтобы построить памятник в Москве. И в конце войны русские взяли и использовали его, ведь ему не пригодилось. И построили из камня фонтан. Я думаю, это достаточно забавно. Я думаю, одно из самых запоминающихся это то, что Красная площадь на самом деле не красного цвета. А одно из значений этого русского слова — красивый. Это забавный факт, который я расскажу своей семье. Какие русские слова вы учили? Спасибо. Все, что ли? Да. Что-то еще? На здоровье. А какое слово говорят, чтобы попрощаться? До свидания. Или еще можно Say сказать... пока. Okay, guys, Ребята, can, а we давайте try to, попробуем вместе say сказать до по-русски. свидания all together. До свидания. Yeah. 1, 2, 3. До свидания.